Я приветствую всех на моем канале. В этом видео мы с вами свяжем вот такие вот носки-слитки. Вот так вот выглядит. Вот так выглядит подошва. И я вам желаю приятного просмотра. Пряжу я использую от фирмы Arellano Flotte Zoque. Состав пряжи 75 шерсти и 150 грамм, 375 метров. Спицы я использую примерно 2,75-3 миллиметра. Для размера 30 мне понадобилось 60 грамм пряжи. Другие размеры я примерно рассчитала. Вы ориентируйтесь по тому, как вы будете вязать носок. Если вы будете более широкий вязать, или больше длины вам понадобится, то, естественно, вам понадобится больше пряжи, чем вот здесь вот я рассчитала. В любом случае, берите немножко больше, рассчитывайте немножко больше, чем меньше. Здесь я рассчитала, сколько нужно набирать петель. Для размера 37 я набрала 46. И вот здесь я рассчитала до размера 43. Мы набираем петли таким образом, как вы привыкли набирать. На маленький размер я набираю 46 петель. То есть набирайте вашим обычным способом, как вы привыкли. И теперь я вяжу 9 рядов лицевыми петлями, то есть платочной гладью. Кромочную я снимаю и вяжу все петли лицевыми. И таким образом вяжем до конца ряда. Последнюю петельку я провязываю всегда лицевой петлей. Если вы привыкли вязать изнаночной, можете провязывать изнаночную петлю. Теперь я поворачиваю вязание. Петлю я кромочную снимаю следующим образом. Если вы ее вяжете лицевой, нить я ложу перед работой и потом снимаю. И теперь второй ряд я также провязываю лицевыми петлями. И таким образом мы провязываем 9 петель. Можно провязать на все размеры. Я теперь провязала, и вот здесь вот видно 5 зубчиков. И теперь я вяжу лицевой гладью. То есть этот ряд мы провязываем лицевыми петлями. Поворачиваю вязание. Кромочную снимаю и все петли провязываю изнаночными петлями. И таким образом мы провязываем в общем 8 рядов. То есть с лицевой мы вяжем лицевые, с изнаночной изнаночные. 8 рядов я провязала. И теперь мы вяжем 12 рядов резинкой. Это получается вот у нас вот эта часть. Кромочную я также снимаю. И теперь я вяжу одну петельку лицевой, одну изнаночной. И так продолжаем дальше. Одна лицевая, одна изнаночная. И так вяжем
до конца ряда. И изнаночный ряд. Вяжем все по рисунку и провязываем 12 рядов. Количество рядов, которые мы провяжем резинкой, можем индивидуально связать. То есть, например, после размера 40 можно провязать 14 рядов, после 43 или для 43 можно провязать 16 рядов. Можно также каждые 2 размера увеличить на 2 ряда. То есть это количество вот этих рядов, которые мы провяжем именно резинкой. На большие размеры вяжем немножко больше рядов. Вот я провязала резинку, и у меня общая длина получается примерно 10 сантиметров. И теперь мы делим все петли на 3 части. Посередине у меня будет 14 петель, и по бокам у меня будет 16 петель. И я сюда вот делаю маркеры. У меня на спицах 46 петель, и я разделила свое вязание на 16, 14, 16 петель. Для более больших размеров можно разделить по-другому. Сейчас я вам покажу. Здесь можно на 39 также примерно оставить середину. Здесь по 17 петель. Здесь можно 16 посередине взять и остальные петли разделить. На 42 примерно 18 петель посередине. И на 44 примерно можно 20 петель взять. Боковые петельки делим. То есть примерно можно так рассчитать, можно и по-другому петли поделить. Смотрите сами, как вам лучше подходит по ширине. Вот я петли разделила, и первые 14 петель я провязываю лицевыми петлями. И теперь мы с вами будем вязать средние петли, будем вязать узор. Я вяжу 2 петли лицевые, 4 изнаночные. Две лицевые, 4 изнаночные. И последние 2 петли лицевые. Среднюю часть, это вот эта вот часть, где у нас узор, мы будем теперь вязать дальше. Если у вас посередине больше петель, то вот эту вот среднюю часть, вот здесь, где у нас изнаночные петли, мы ее просто увеличиваем. То есть мы вяжем не 4 изнаночные петли, а больше. Все остальные петли мы оставляем так, как они есть. Если у вас, например, 16 петель середина, то вы вяжете не 4 изнаночные петли, а 5 изнаночных петель. Если у вас 18, 16-18 петель середина, то будете вязать, получается, 6 изнаночных петель. Все остальные петли вы оставляете по рисунку, как я уже вам говорила.
То есть еще раз мы с вами посмотрим узор. То есть я провязала 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные и последние петельки 2 лицевые. То есть эти изнаночные петли, мы их с вами можем увеличить количество петель. И таким образом мы будем вязать узор. Последнюю петлю вот здесь вот я в узоре я провязала лицевой петлей. Ее можно также провязывать изнаночной петлей. Провязывайте так, как вы привыкли вязать. Теперь я поворачиваю вязание. Изнаночный ряд. Мы вяжем все по рисунку. Кромочную я снимаю следующим образом. Нить перед работой и снимаю петельку, так как у меня последняя всегда лицевая. И теперь вяжу я все по рисунку. Сейчас у нас 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. И в конце ряда или 2 изнаночные, или провязываете последнюю петельку, я провязываю лицевой петлей. Вы можете провязать и изнаночную. Теперь вяжем следующий ряд. Кромочную я снимаю. 1 лицевая, 4 изнаночные. Теперь вот у нас здесь средние 2 лицевые. Я делаю накид, провязываю 2 петли вместе, накид 2 вместе лицевой. И следующие петельки я провязываю по рисунку 4 изнаночные и 2 лицевые. Поворачиваем вязание. Изнаночный ряд я провязываю полностью по рисунку. Кромочная, 1 изнаночная, 4 лицевые. Изнаночная петля, 2 средние петельки я провязываю изнаночной, то есть накид я провязываю изнаночной. Теперь провязываю 4 петли лицевые, 2 изнаночные, или же последнюю можно провязать лицевой. Теперь поворачиваем вязание. Кромочную я снимаю, 1 лицевая, 4 изнаночные. Теперь смотрим на наши 2 петельки лицевые. Мы ряд до этого вязали накид с правой стороны. Теперь мы будем вязать накид с левой стороны. То есть теперь мы вяжем наоборот. Сначала 2 лицевые провязываем вместе, а после делаем накид. То есть 2 лицевые вместе провязываем накид. И теперь провязываю 4 изнаночные. Две лицевые. Поворачиваем вязание и вяжем все по рисунку. Кромочную я снимаю, 1 изнаночная, 4 лицевые. Теперь у меня накид и следующая петля, вяжем изнаночной. И теперь вяжем 4 лицевые,
И последние 2 петельки изнаночные, последние можно провязать лицевой. Поворачиваем. Теперь вяжем лицевой ряд, кромочную снимаем, 1 лицевая, 4 изнаночных. Теперь у нас 2 лицевые посередине. Мы вязали накид с левой стороны, теперь делаем накид с правой. То есть сначала накид, и теперь провязываем 2 петельки вместе лицевой, 4 изнаночные. И последние 2 лицевые. Поворачиваем вязание и вяжем все по узору. Изнаночную я провязала. Еще раз посмотрим с вами лицевую сторону. Провяжем еще один ряд вместе. Кромочную я снимаю, 1 лицевая, 4 изнаночных. И теперь еще раз посмотрим. Здесь у нас накид с правой стороны. То есть теперь я вяжу накид с левой. 2 петли провязываем сначала вместе лицевой. И теперь накид и 4 изнаночные. И таким образом мы вяжем среднюю часть дальше. Вот так вот выглядит наша середина. Я провяжу и потом вам скажу, сколько рядов нужно провязать. Вот я здесь длину для этой середины вам рассчитала примерно 37-38, можно 44 ряда провязать, 39, 40, 46 рядов. И дальше ряды я тоже примерно рассчитала. 41 размер, 48 рядов, 42, 43, 50 или 52 можно тоже провязать. Смотрите сами, как вам по длине подойдет. И зависит еще от того, как вы вяжете. Это еще раз длина вот этой вот передней части, которой мы с вами будем вязать. Я связала 11 вот таких накидов. Длину я вам сейчас измерю. У меня получается примерно 15,5 сантиметров. И теперь мы с вами свяжем еще пару рядов. И здесь вот немножко округлим. То есть вяжем убавление. Кромочную снимаю, 2 петли провязываю вместе лицевой. Теперь вяжу по рисунку 4 изнаночные. Там, где у нас узор, я вяжу 2 петли лицевыми. Теперь вяжу изнаночные. 3 петли у нас остаются на спице. И теперь я вяжу 2 вместе лицевой. Вторую петлю я разворачиваю, смотря как вы вяжете, чтобы правая сторона петли смотрела ко мне. И вот так вот я провязываю 2 вместе лицевой. Кромочную провязываю лицевой, поворачиваю вязание и изнаночный ряд я вяжу все по рисунку. 1 изнаночная, 3 лицевые,
2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная и 1 лицевая. Здесь мы провязали все. Вот так вот у нас выглядит. И теперь мы делаем следующее. Мы вот здесь по бокам будем набирать петли. Вот здесь сбоку будем набирать наши петельки. Я беру эту спицу, которая у меня вот здесь с правой стороны, и набираю петельки сбоку. Вот здесь мы видим наша лицевая петля, и вот здесь сбоку у нас получается вот эти вот 2, как косичка, вот 2 вот эти вот петельки мы с вами набираем, или одну вот эту вот петельку мы набираем на спицу. То есть не ту косичку, которая у нас впереди, а за ней, чтобы коса вот эта вот оставалась у нас на основном вязании, чтобы мы ее видели. Вот таким вот образом выглядит. Набираю таким образом петельки. И теперь здесь, где мы вязали, я провязываю все петли лицевыми сверху. И теперь с другой стороны мы точно так же набираем петли. Здесь то же самое. Я беру вот здесь вот эти вот петельки. Вот здесь вот здесь я уже провязываю их сразу ниточкой. Смотрим, чтобы вот здесь я беру не заднюю, а переднюю. Вот чтобы у нас только вот косичка впереди оставалась. У меня по бокам получается 24 петли. Если вы вяжете на размер больше, несколько размеров больше, у вас, естественно, будет больше петель. И таким вот образом я набираю петли. И теперь на боковой спице, которая у нас была, я все петли лицевыми петлями. Провязываю до конца ряда лицевые петли, поворачиваю вязание. И теперь я в общем вяжу 11 рядов платочной вязкой, то есть все петли лицевыми. И в общем вяжем еще 11 рядов. То есть у нас получается вот здесь вот эту вот часть мы провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас будет вот таких зубчиков. И потом будем провязывать подошву. Я вот это провязала в эту часть. И теперь мы будем с вами делить все петли на 3 части. Для подошвы я беру для моего размера 37-10 петель. По бокам у меня получается по 40 петель. Я вот здесь записала. То есть по бокам у меня по 40 петель, посередине 10 петель. Например, для больших размеров можно на подошву взять 12 петель. То есть вот 37-40 можно еще 10 петель провязать подошвы. 41-44 примерно 12 можно сделать 14 петель.
Смотрите сами, как вам ширина подходит. И теперь мы провязываем петли лицевыми до первого маркера. То есть провязываю все петли лицевыми. Довязываю вот до этого места. Я провязала. Теперь провязываем 10 лицевых, вернее 9 петель подошвы. Провязываю лицевыми. Девятую провязала, 10-я петля у меня вот осталась на спице, маркер я убираю сейчас. И 10-ю, 11-ю петельку мы провязываем вместе лицевой. Я вот так вот с задней стороны захватываю и провязываю 2 вместе лицевой. Теперь поворачиваем вязание. Кромочную петлю я снимаю. Нить у меня перед работой. Провязываю 8 петель лицевыми. Десятую и 11-ю петельки мы будем провязывать вместе. То есть вот здесь у меня 10-я петелька, маркер я убираю, больше он мне не нужен. И 10-ю, 11-ю я провязываю вместе лицевыми, лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную я опять снимаю, нить перед работой. Провязываю лицевые петли, 8 петель. У нас 9-я. Теперь 10-я, 11-я петельки мы провязываем вместе лицевой. И таким образом мы вяжем всегда в конце ряда убавления, то есть 10-ю, 11-ю петельку мы провязываем вместе, поворачиваем вязание и повторяем. Кромочную я снимаю, также провязываю все петли лицевыми. И опять у нас получается, вот здесь мы видим, где у нас расстояние. Это у нас 10-я петелька, провязываем ее вместе с 11-й. И таким образом мы вяжем дальше. Пока у нас по бокам не останется сбоку 5 петель. Вот здесь у нас 5 петель останется. Вот до сюда мы будем полностью провязывать нашу подошву. Если у вас посередине для подошвы 10 петель, то 5 петель достаточно. Если у вас 12, можно оставить 6 петель. Если 14, то оставьте 7 петель сбоку. И продолжаем теперь вывязывать дальше нашу подошву. Так же, как я уже вам показывала, 10-ю, 11-ю петельку я провязываю вместе. И таким образом мы вяжем дальше. И вот так вот у нас получается такая подошва. Вот таким образом выглядит. Так вяжем, продолжаем вязание. И потом будем вывязывать пяточку с вами. Я провязала. Вот здесь у меня по бокам осталось по 5 петель.
И теперь мы будем закруглять нашу пятку. Кромочную я снимаю. И теперь 2 петли я провязываю вместе, лицевой. 2 вместе вот таким образом. Провязываю дальше лицевые петли, пока у нас вот здесь 3 петельки не останется. Четыре петли я провязала, 3 остается. Теперь 2 петли я провязываю вместе лицевой. И это вот у нас 10-я петля, 10-я, 11-я. Как и до этого мы провязываем 2 вместе лицевой. Поворачиваю вязание. И изнаночный ряд я вяжу все по рисунку. То есть в изнаночном ряду мы петли не убавляем. Кромочную снимаю и вяжу все петли лицевой, 10-ю, 11-ю мы с вами опять же провязываем вместе. Это 10-я, 11-я петля, я их провязываю. Поворачиваем вязание. Опять кромочную снимаем, первые 2 петельки вяжем вместе лицевой. Провязываю 2 петельки лицевые. У нас тут 3 петельки осталось. 2 петельки провязываем вместе лицевой. И тут у нас 10-я, 11-я петля, мы их опять провязываем вместе. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд, вяжем все по рисунку. Кромочную снимаю и провязываю все петли лицевыми. И 10-ю, 11-ю опять провязываем вместе. Поворачиваем вязание. Кромочную я снимаю. Первые 2 петли провязываю вместе. Лицевой. Следующие также вяжу 2 вместе лицевой. Десятую, 11-ю я провязываю лицевой. Разворачиваю вязание, еще раз провязываю. Сейчас посмотрим, как лучше сделать. Разворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю. И теперь вот эти 3 петельки я провяжу вместе лицевой. Так вот сделаем. И теперь провязываю остальные петли лицевыми. И теперь я снимаю все петельки на крючок. И мы с вами затянем остальные петельки. Больше мы их уже провязывать не будем. Вот так снимаю я все петли на крючок. Отрезаем ниточку, подлиннее отрезаем, чтобы можно было этой нитью зашить тоже задний наш край. Вот так вот я протягиваю. И теперь отрезаем вот эту вот нить подольше, чтобы вот здесь сзади мы могли прошить. И таким вот образом я через вот эту вот петлю протягиваю нить. И этой же нитью мы будем зашивать с вами задний шов. Вот так вот выглядит у меня пяточка. И теперь мы разворачиваем вязание. Лицевая сторона у меня внутри, изнаночная снаружи.
И теперь можно прошить шов задний. Я это делаю при помощи крючка. Можно делать также и обычной иглой. Я прошиваю таким образом. Вот здесь у нас вот эти вот две косички. Я внутреннюю петельку и вот я захватываю с одной стороны и с другой стороны. Вначале я где-нибудь вот заведу крючок, протяну нить. И теперь захватываю вот эти вот две петельки вот таким образом. С одной стороны, с другой стороны. И таким образом соединительными петельками я прошиваю. Слишком туго не затягивайте, чтобы не затянулось. Покажу вам, как выглядит шов. Вот так с лицевой стороны выглядит. Это вот изнаночная сторона. И теперь мы с вами еще уберем с вами вот эти вот нити. Я протяну вот эту ниточку на изнаночную сторону вот таким образом. Немножко затяните, подтяните. Теперь я вот здесь заведу крючок, протяну одну сторону, одну ниточку. Здесь тоже протяну, чтобы немножко ниже они у меня спустились. Теперь я могу завязать узелок. И теперь я их протяну чуть пониже опять. Вот так вот продеваем где-нибудь крючок. Протягиваем пониже, еще чуть пониже. И теперь здесь внизу можно еще раз завязать узелок. И теперь можно отрезать нить. Ну вот, в общем-то, и все. Мы с вами закончили вязание. Вот так вот выглядит наш носочек, следочек. Я вам, как всегда, желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.